Подписчикам привет! Сегодня фильм «Сирена», 2014 год, по одноименному роману Рона Раша. Автор сценария Кристофер Кайл, режиссер Сюзанна Бир, в ролях Брэдли Купер, Дженнифер Лоуренс. Бюджет 30, сборы $5 миллионов. Вот так. Хорошие актеры еще не залог успеха, а может были какие-то объективные причины. Не берусь судить. Сюжет. 1930 год, Северная Каролина. Лесопромышленник Джордж женится на Сирене. Ее отец тоже был лесопромышленником. Так что Сирена знает все или почти все о лесозаготовках. С женитьбой ухудшаются отношения Джорджа с партнером. Местная власть хочет выкупить землю, чтобы разбить парк и остановить вырубку леса, но они не могут договориться о цене. Партнер Джорджа за его спиной ведет переговоры. Джордж узнал об этом и рассказал Сирене. Она посоветовала ему убрать партнера. Так оно и случилось на охоте. До женитьбы у Джорджа была связь со служанкой, которая родила сына. Он взял по ее просьбе ее на работу. Кроме того, он регулярно в конверте передавал деньги для сына. Сирена тоже забеременела. На большом сроке что-то пошло не так, и ребенок умер. Как-то Сирена нашла альбом с фото, там были фото служанки с сыном и конверт с деньгами для сына. Сирена пришла в бешенство. По ее просьбе преданный ей рабочий взялся за устранение ребенка и его матери. В общем, Джордж все узнал, и Сирена сказала: «Или я убью ребенка, или убей меня». Джордж отыскал их, убил наемного убийцу и отправил служанку с сыном в безопасное место. Сам отправился на охоту, но в схватке с рысью погибает. Когда Сирене привезли труп мужа, она поджигает дом, в котором остается сама. Поначалу Сирена производит на меня положительное впечатление. Ухоженная красавица, прекрасная наездница, владеет топором и навыками лесоруба не хуже мужчины. Не белоручка, любит мужа, хочет родить ребенка, хочет образцовую семью. Служанка тоже хороша. Зачем мозолить глаза Сирене, особенно когда Сирена лишилась ребенка? Она смотрела на нее с вызовом и даже со злорадством. Мне так показалось. Сирена тоже как бы не виновата, что Джордж не женился на служанке, да и он бы никогда не женился на ней. Мне кажется, у 99% женщин реакция на бывшую девушку и ребенка от ее мужа была бы такая же. Сей факт бы страшно раздражал. Конечно, не до такой степени, чтобы замышлять убийство ребенка и матери. В общем, все так хорошо и красиво начиналось, а закончилось совсем нехорошо и совсем некрасиво. Львиная доля вины лежит на Джордже, так как в процессе выясняется, что он нечестно вел бизнес, давал взятки, к отношениям со служанкой тоже подошел безответственно, но случилось так, как случилось. Сирена за свои желания убирать неугодных людей тоже поплатилась, так что все получили по заслугам. Осадок после фильма тяжелый. У меня не было ощущения торжества справедливости. Судьба дала главным героям вагон возможностей, чтобы стать счастливыми, но они не сумели этим правильно распорядиться. Если спокойно подумать, то супруги чужие люди, в них не течет одна кровь. До определенного момента они понятия не имеют о существовании друг друга. Но вот совершается юридический акт заключения брака, и каждый думает, что партнер его собственность. Не все, конечно, но большинство. Но если случится развод, то они снова чужие люди, если, конечно, дети их не связывают. Но фильм интересный, на мой взгляд, стоит его вам смотреть или нет, решайте сами. На сегодня все, всем пока, подписываемся на канал. Фраза «подписываемся на канал» у меня такое ощущение, что я милостыню прошу. А еще добрые зрители пишут: «Да я бы подписалась, но что-то нудновато». Не надо кокетничать, заставить я никого не могу, в любом случае это будет ваше решение. Всем здоровья и удачи!